Глава 176. Фонарь разума. Атаки энергии разума напоминали шторм, однако в основном они сотрясали воздух. Однако все, куда попадала атака пчелиной королевы, теперь было охвачено энергией разума. Пчелиная королева не планировала энергией разума убивать чутеня. Главный зал, построенный из пчелиного воска, был крепок, как железо, которое закаливали тысячи лет. Это был особенный материал, поэтому он мог долго сохранять энергию разума, принадлежащую пчелиной королеве. Когда королева освободила энергию разума, главный зал попал под ее контроль, стал для нее и оружием, и щитом. Это место стало ее владениями. В этот миг пчелиный воск, тяжелый, словно тысячелетнее железо, тут же обратился в жидкость, и вязкий пчелиный воск волной рванулся к чутяню. Если он ударит чутеня, он мгновенно превратится в статую из пчелиного воска. Глаз разума чутеня уже заметил изменение энергии, так что он сразу же попытался увернуться от опасности. Однако не успел он встать на ноги, как в полу под ним появились сотни шипов, твердых, как железо, острых, как иглы. Пол вокруг чутеня был усеян шипами. Когда каждый шип потянулся к небу, появились ветви, покрытые еще большим количеством шипов. Глаз разума был разновидностью божественного чутья. Пределы были у божественного чутья, пределы были и у глаза разума, шипы появились слишком быстро и слишком быстро распространились. Чутья не заметил этой внезапной напористой атаки. Он мог лишь, уворачиваясь, пробиваться через лес шипов, раздался громкий треск, которого никто не ожидал, бесчисленные иглы ливнем хлынули на чутеня. Это произошло очень быстро. Тяжелые железные шипы, наполненные энергией разума, могли легко пробить тело культиватора пробужденной души, защищенное духовной энергией. Когда шипы вонзились в чутеня, они сразу смягчились и превратились в подобие злых пиявок, которые дико вгрызались в его раны. Это плохо, шипы были наполнены энергией разума пчелиной королевы. По ее велению, они могли мгновенно твердеть или смягчаться. Когда шипы ударили чутеня, пчелиная королева мгновенно растопила пчелиный воск и направила его в кровоток и меридианы чутеня. Пчелиный воск мог заполнить его тело и превратить в статую, он без сомнения умрет, теперь ему оставалось лишь изо всех сил сопротивляться. Удар яростного пламени. Он высвободил всю энергию адского меча. Вспыхнув, адское пламя окутало его тело. Оно полностью остановило проникший в тело пчелиный воск и начал сжигать его изнутри. Этот метод был чреват серьезными самоповреждениями, чутяню было все равно. В такой ситуации он не мог ждать следующей атаки пчелиной королевы. Вырвавшись из леса шипов, чутянь высвободил гигантский пылающий меч из ци. Срезав многочисленные шипы, меч устремился в главный зал. Жидкий пчелиный воск быстро превратился в щит, который повис в воздухе. Пылающий меч вспыхнул, огромный щит разрезало пополам, на его краях плясали язычки синего пламени. Сила пылающего меча ничуть не уменьшилась, он продолжал лететь к королеве. У пчелиной королевы не было способностей к ближнему бою, и чутянь был уверен, что удар настигнет ее быстро. В этот миг чутянь был вне зоны досягаемости энергии разума, однако до сих пор находился под влиянием духовной энергии пчелиной королевы. Его мозг охватила жгучая боль, словно в него воткнули иглу. У чутеня потемнело в глазах. Мир погрузился во тьму. Когда к нему вернулось зрение, пчелиные короли и остальные исчезли. Чутянь оказался в огромном пространстве, окруженный 10 000 пчел-стражников, каждый из которых махал крыльями и сверкающими серповидными когтями. Глупый чужак. Мир наполнил холодный, яростный голос. Хотел со своими жалкими силами угрожать жизни пчелиной королевы. У существа были огромные крылья, тонкие, словно у цикады, человеческое тело и голова насекомого. Ростом он был несколько метров и стоял среди пчел-стражников, взирая на мир, словно король. На губах чутеня показалась улыбка. «Ты, наконец, применила свои духовные силы. С помощью этой слабой духовной силы я убью тебя так же легко, как взмахну рукой». У пчелиной королевы не было способностей к ближнему бою, однако она была мастером духовных атак. Она могла управлять целым ульем, командовать сотнями тысяч пчел, так что ее духовная сила была довольно сильной. Она была в 10 раз сильнее Ехеня. Противостоять ужасающей духовной силе королевы вряд ли мог бы даже эксперт царства истинной души. А теперь умри. К чутяню устремились несколько десятков тысяч пчел-стражников. У тебя достаточно мощная духовная сила, однако для меня это лишь комок хлопка. Чутянь сложил ладони и холодно произнес: «Я — сгусток пламени». Вперед вырвалась древняя сила, похожая на темный дым, парящий в воздухе. Возникла фигура демонического бога. Когда пчелы-стражники врезались в чутеня, они издали жалкий крик, черное пламя поглотило их и превратило в горящие черные шары. Пчелиная королева увидела демонического бога, и на ее лице показался ужас. «Ты воспользовался духовной энергией, чтобы сжечь мою духовную энергию». «Нет, как это возможно?»
Черные горящие шары взлетели в небо и вдруг взорвались. Пламя разбросало по сторонам, а бесчисленные пчелостражники загорелись духовным пламенем. Жалко вопя, они превратились в огненные шары и тоже взорвались. Десятки тысяч пчел-стражников превратились в огненные шары. Если бы ты не пыталась сражаться со мной в духовной сфере, ты могла бы достичь успеха. Однако раз ты решила посоревноваться со мной, ты, конечно же, проиграешь. А теперь позволь устроить тебе великолепные похороны. Рассмеялся Чутянь, и его руки образовали печать «Демонические пламенные похороны». Пчелиная королева закричала, и к ней со всех сторон устремились несчетные огненные шары. Черный огонь, подступающий со всех сторон, поглотил пчелиную королеву и превратил ее в пепел, духовный мир исчез, и они вернулись в улей. Перед ним лежала пчелиная королева и ее оторванная голова. Этот удар не был настоящей атакой Чутянь, скорее, он побуждал пчелиную королеву создать духовный мир. Атака не имела значения, потому что когда пчелиная королева прикоснулась к духовной энергии Чутянять, демонический бог уже поджег ее духовную энергию. Она умерла бы, несмотря ни на что. Вы убили пчелиную королеву. Вы получаете 20 баллов. Сейчас у вас 190 баллов. Цифры на нефритовом жетоне изменились, мгновенно увеличившись на 20 баллов. Чутяню это показалось странным. Какая-то ошибка. Убийство такого сильного врага принесло лишь 20 очков, столько же, сколько и кубическая головоломка. Было очевидно, что Чутянь выиграл из-за своей способности, иначе духовная энергия пчелиной королевы убила бы даже эксперта царства истинной души. Потеряв королеву, пчелы впали в панику и бросились в бегство. Наньгун Юнь и Юнь Я настигли их и уничтожили двух пчелиных королей. Каждый принес по 10 очков, которые равномерно распределились между двумя игроками. Стоя над трупом пчелиной королевы, Чутянь заметил что-то блестящее, похожее на золотой кирпич. Я нашел. Золотой кирпич был темным, он сочился медом. Его сладкий запах был весьма заманчивым. Это тысячелетний духовный мед. Какого класса? Второго. Или третьего? Второго класса. Однако Чутянь осторожно подбросил кирпич. Это уже не эликсир, а святыня. До святыни ему осталось полшага. Полшага до статуса святыни. Они посмотрели на труп пчелиной королевы и заменили, что этих золотых кирпичей больше 100. Наньгун Юнь, Юнь Я и даже Фэн Цайды, привыкшие к сокровищам, хором выпалили: «Господи, на этот раз мы действительно богаты». Сколько стоит почти готовая святыня второго класса? Как минимум несколько десятков миллионов золотых монет. Подобное нельзя было купить, даже купаясь в деньгах. Хорошо, что у них так много хорошего товара. Прямо перед ними лежала шокирующая удача. Как ей пользоваться? Расплавляешь мед своей духовной энергией и проглатываешь. Чутянь передал Наньгун Юнь кирпич. Кирпич довольно плотный, и после плавления он должен заполнить несколько крупных банок. Этот мед хорошо подходит, чтобы увеличивать уровень культивации, поэтому попробовать его должен каждый, прежде чем он договорил, до его слуха донесся звон. Чутянь оглянулся, и у него чуть пар из ушей не пошел. Он увидел, что лисенок каким-то образом схватил медовый кирпич и уже сгрыз большую часть. Черт возьми! Чутянь схватил лисенка за хвост и поднял его. Мелкий ублюдок. Посмел тайком съесть материал хозяина. У тебя на самом деле шило в заднице. В лапах лисенка оставался небольшой кусочек, и он осторожно кинул его в рот. Затем скорчил лицо, как бы говоря: разве хозяин не попросил всех попробовать? Я проверял его на наличие яда. Чутянь чуть не взорвался от ярости. Лисенок до сих пор был недоволен. Разве я не съел всего один? Я даже не распробовал. Как насчет того, чтобы ты дал мне еще кусок? Мечтай. Лисенок указан на нефритовый жетон, что висел на его шее, а затем нарисовал лапой в воздухе круг и разрезал его на 2 части. Чутянь несколько удивился. Хочешь сказать, что готов отдать мне половину баллов? Лисенок кивнул. Потерев подбородок, Чутянь на несколько минут задумался. Он подумал, что это того стоит. Хорошо, я дам тебе еще один кусок. Можешь оставить его на потом, потому что больше ты такого не получишь. Лисенок с радостью взял кусок. На этот раз он не вгрызался, а лизал его, высунув язык, словно эскимо. Его мордочка была полна счастья. Улыбнувшись, Фэн Цайда подошла. «Забудь об этом, брат Чу. Раз у нас много меда, неважно, один кусок получит лисенок или 2». Лисенок напустил на себя трогательный вид, хороший человек. Лисенок ошибся, выбрав хозяина неправильно. Вместо нее он выбрал в хозяева жестокого скрягу. Когда Чутянь увидел, как лисенок себя ведет, его переполнил гнев. Если бы он действительно отдал лисенка Фэн Цайды, возможно, маркиз Божественного Ветра уже стал бы банкротом,
они нашли емкость и сразу же расплавили в ней духовный мед. Линь Му, Фан Хань и Юнь Ся выпили лишь 4-й глоток, однако уже поняли, что не могут вместить в себя больше энергии. Не решаясь пить дальше, они сели и начали культивировать. Чу Тянь, Наньгун Юнь, Фэн Цайдэ и Юнь Я выпили половину. «Я близка к прорыву», — издала глухой рев взволнованная Наньгун Юнь. Когда она перешла со 2-го уровня пробужденной души на 3-й, в небо выстрелил огненный столб. Линь Му и Фан Хань достигли 3-го уровня пробужденной души. Юнь Ся был слишком слабым, поэтому добрался лишь до пика 2-го уровня пробужденной души. Наконец, на следующий уровень прорвалась Фэн Цайды, родились 4 культиватора, достигшие пика 2-го уровня пробужденной души. Даже Юнь Я, находящаяся на 4-м уровне пробужденной души, ощутила, что ее сила немного возросла. Мед действительно был достойной святыни 2-го класса, он определенно был хорош, им никогда не встречался эликсир, обладающий таким быстрым эффектом. Фэн Цайды и Юнь Я видели сокровища такого же класса, однако они никогда не достигали таких быстрых результатов. Когда Чу Тянь увидел их прогресс, его душа успокоилась. Риск оказался не напрасным. Чу Тянь тоже приготовился использовать мед, однако вдруг заметил, что тело пчелиной королевы исчезло, а на его месте остался бледно-синий шар. Духовная жемчужина. Это был приятный сюрприз, это была редкая вещь, которая могла усиливать духовную энергию и которую трудно было найти. Растопив кусок меда, Чу Тянь смешал его с духовной жемчужиной и на одном дыхании проглотил. Он ощутил, как его тело расперло взрывом духовной энергии, которая чуть не разорвала его меридианы. Не смея упускать момент, Чу Тянь тут же сел на пол и начал культивировать духовную энергию. Энергия тысячелетнего меда действительно была неисчерпаемой. Когда в его тело накопилось достаточно много духовной энергии, Чу Тянь внезапно прорвался на пик 2-го уровня пробужденной души. Именно в этот миг его тело медленно поглотило и духовную энергию, и духовную жемчужину. Чу Тянь ощутил, как стремительно возрастает количество духовной энергии. Наконец он достиг критической точки, загрохотала земля, Чу Тянь ощутил, как в море его сознания засиял фонарь. Невидимый свет, преодолевая границы его плоти и души, сиял во всех направлениях. Наньгун Юнь с удивлением спросила: «Это сила? Это глаз разума?» Юнь Я с серьезным лицом покачала головой: «Неверно. Боюсь, глаз разума не такой сильный. Выглядит так, словно он прорвался в новое царство». Верно. После того, как Чу Тянь поглотил духовную энергию пчелиной королевы, она, слившись с его сознанием, породила могущественную духовную силу. Теперь божественное чутье Чу Тяня вышло на новый уровень. Превзойдя рамки гиперфокуса и глаза разума, достигло 3-го царства, фонаря разума. Что такое фонарь разума? Это фонарь, находящийся в разуме человека. Фонарь, созданный из божественного чутья, когда загорался фонарь разума, можно было рассмотреть все. Можно было насквозь увидеть всевозможных призраков, чудовищ и демонов. Мало того, что фонарь разума расширил границы божественного чутья, он еще и помогал убивать. В стране Южного Лета было несколько человек, открывших глаз разума. Однако Чу Тянь сделал это, будучи слабым культиватором пробужденной души, а теперь еще и зажег фонарь разума. С точки зрения божественного чутья в стране Южного Лета не было никого, кто мог бы оказаться равным ему по силе. Глава 177. Тайная марионеточная. Чу Тянь хотел перевести дыхание, однако у него за спиной раздался шум, в потолке появилось несколько отверстий. Упали крупные личинки, которые сразу покраснели. Неожиданно они взорвались, словно бомбы, высвободив большое количество энергии. Чу Тянь тут же выкрикнул: «Улей вот-вот разрушится, пойдемте». Причиной проблемы стало то, как был устроен огромный пчелиный улей. После уничтожения королевы личинки начинали взрываться, разрушая улей вместе со злоумышленниками, чтобы погибли все. Чу Тянь быстро собрал тысячелетний духовный мед, и они быстро покинули главный зал. Улей был таким запутанным, но их, к счастью, вел лисенок. Наконец они выбежали из улья. Во все стороны разлетались десятки тысяч огромных пчел. Потеряв королеву, они сошли с ума и устроили резню. Они больше не различали друзей и врагов. Это означало, что камуфляж уже не поможет, на них могли в любой момент напасть. Чтобы пробиться сквозь рой, Чу Тяню пришлось пролить немало крови. Наконец они покинули скрытую зону и вернулись в гигантский лабиринт. Перед ними предстал еще один дворец. На карте они увидели, что он назывался «Тайная марионеточная». Преодолев нужное расстояние, они огляделись. Комнату заливал свет, в углах висели несколько больших древних ламп из бронзы. Однако, войдя во дворец, первым делом они заметили не сундук с сокровищами, а гигантов, стоящих посреди комнаты. Эти гиганты не были похожи на гигантов в броне. Они казались более миниатюрными и изящными.
Их рост достигал 15 метров, а сами гиганты были худощавыми. Их покрывали бросающиеся в глаза светящиеся руны. Бок о бок, чего они здесь ждут, Чутянь внимательно наблюдал за ними. Хотя они испускали мощную ауру, никаких колебаний энергии не было. Он вдруг сверкнул глазами. Кажется, это не чудовище пространства испытания, кажется, это уловка. 7 человек подошли к гигантам. Это оказалось правдой, они вообще не отреагировали. Хотя руны светились, они были неживыми созданиями, от которых не исходило ни давления, ни опасности. 7 недоуменно переглянулись, не понимая, что происходит. Наньгун Юнь осмотрелась, и ее красивые глаза наполнились удивлением. Забудьте о них. Здесь есть бронзовый сундук с сокровищами, так что дайте мне ключ. Я хочу его открыть. В тайной марионеточной было несколько огромных бронзовых сундуков с сокровищами. Прямоугольный сундук был выкован из простой желтоватой бронзы. В длину он достигал 2-3 метров, однако он выглядел таким древним, словно стоял здесь уже многие годы, Чутянь изучал неподвижных гигантов. Фэн Цайды, Юнь Яо и остальные, переполненные ожиданием и опасениями, окружили сундук с сокровищами. Наньгун Юнь взволнованно потерла руки. У нее в руке было 2 бронзовых ключа, она шла к сундукам, я собираюсь их открыть. «Открывай уже», — несколько нетерпеливо сказала Юнь Яо. Когда ключ коснулся замочной скважины, его втянуло внутрь, и он начал вращаться сам по себе. Из замочной скважины полился яркий свет. Сундук с сокровищами открылся. Наньгун Юнь с силой откинула крышку. В сундуке были все виды золота, драгоценных камней и бриллиантов. Сияющий свет придавал им загадочности, однако сами камни были обычными. Хотя обычным людям они могли пригодиться, их камни не заинтересовали. Драгоценные камни лишь скрывали настоящие сокровища, несколько нефритовых карточек и пылающий древний талисман из нефрита. Что это такое? Взяла Наньгун Юнь нефритовую карточку и непонимающе посмотрела на нее. Это древняя культивационная техника. Не похоже. На нем было много рисунков и символов. Защитный талисман испытания. Наньгун Юнь заметила, что талисман ведет себя необычно. Когда она взяла его, в нее полилась духовная энергия, содержащая информацию, как пользоваться древним талисманом. В критический момент нефритовый талисман мог защитить человека. Пользоваться им можно было недолго, однако он был достаточно сильным, чтобы защитить от нападения эксперта истинной души, талисман мог спасти жизнь. Конечно же, его нужно отдать Чутяню. Должно быть, древние карточки — это сокровище пространства испытания, поэтому нам нужно, чтобы кто-то их перевел, объяснила Юнь Яо. Нефритовый талисман — особый предмет пространства испытания, так что вынести его отсюда нельзя, они не на шутку расстроились. Они никогда не думали, что смогут найти такое сокровище снова. Наньгун Юнь открыла еще один бронзовый сундук. Содержимое разочаровало Наньгун Юнь. Это оказались несколько нефритовых карточек, которые она не смогла прочесть, однако они были похожи на те, что достались им прежде. Новой вещью, которая им досталась, оказался мешок-хранилище. Как следовало из названия, в нем они могли хранить вещи, найденные в пространстве испытания, облегчая их ношу. Если бы его можно было вынести за пределы пространства, он был бы бесценным сокровищем, но, к сожалению, это был особый предмет пространства испытания. Нефритовый защитный талисман и мешок-хранилище были предметами пространства испытания. Их создало пространство, и они не были реальными, поэтому вынести их было нельзя. Слишком мало наград, они получили бронзовый ключ от рабочих, а рабочие были важнейшими существами гигантского лабиринта. Язык еще одной древней расы, посмотрел Чутянь на нефритовые карточки, кажется, это символы древних гномов. Это довольно древний язык, и от него мало что осталось, поэтому понять я могу лишь немного, это конец, даже Чутянь едва его понимал. Значит, нефритовые карточки вообще для них бесполезны. Это не культивационная техника, всмотрелся Чутянь в символы на нефритовой карточке. Это редкая древняя книга о механической технике. Хотя я не могу понять это, есть люди, которым это под силу. Другим людям они не интересны, однако будут очень полезны для нас. Передадим это Тун Ся Юй, это серьезно ей поможет. Возможно, лишь один человек в стране Южного лета мог это прочесть. И была им молодая госпожа Мэн Цину. Благодаря духовному источнику в виде небесной книги, молодая госпожа могла читать даже древнейшие тексты. Я понял. Вдруг взволновался Чутянь, указав на 10 гигантов, что стояли перед ними. Это древние марионетки, обрабатывающие механические техники. Они полезны. Конечно. Когда мы найдем подходящую технику, мы сможем ими управлять. У всех загорелись глаза. Древние гигантские куклы испускали ауру истинной души,
и если они смогут их контролировать, гиганты уже не будут для них проблемой. Чутянь не был знаком с механическими методами вообще. Потому что механические методы предшествовали духовной энергетической инженерии и быстро исчезли со сцены. В будущем существовали даже летающие дирижабли. Создавать эти огромные, изысканные изделия высшего класса можно было лишь при помощи современных инженерных техник. Механические техники использовались в основном для создания марионеток или инструментов. В некотором смысле механические техники были ответвлением очищающих техник. Это действительно расширяло горизонты. Применив глаз разума, Чутянь осмотрел внутренности гигантских марионеток и обнаружил, что они действительно созданы с помощью очищающей техники. Материалы, из которых их изготовили, были довольно простыми, и хотя марионетки были огромными, их конструкция была проста. В грудной клетке каждой марионетки было нечто, испускающее свечение. Чутянь подпрыгнул к груди гиганта и 2 ударами открыл ее. Ух ты! Он вскрыл гиганту грудную клетку. Внутри Чутянь обнаружил круглое хрустальное сердце, которое можно было вынуть. Как только Чутянь к нему прикоснулся, в его голове прозвучал голос нефритового жетона: «Вы получили сердце гигантской марионетки. Активация марионетки будет стоить 20 баллов. Вы хотите ее активировать? Черт побери. За это нужно платить баллами. Когда он покинет испытание, за 20 баллов он сможет купить 7-8 эликсиров». Чутянь без колебаний ответил: «Активировать». Показалось сияние, и цифра на его жетоне уменьшилась на 20 баллов. Белый свет проник в сердце гиганта, что он держал в руке. Чутянь отчетливо ощущал его сердцебиение. Темно-золотистая гигантская марионетка ожила, и ее глаза просияли. Руны на теле засветились, а вокруг медленно расцвела пугающая аура. Как круто! Было бы здорово, если бы могли забрать его отсюда. Сила этой марионетки была близка к царству истинной души. Если бы они могли ее забрать, разве это не подавило бы экспертов центрального города? Однако это было невозможно, потому что для создания такой большой марионетки нужно было астрономическое количество материалов. Пространство испытания не могло создать такую марионетку, так что она, должно быть, была иллюзией. Чутянь сказал остальным: активация гиганта стоит 20 баллов. Так много. Они были ошеломлены. Разве им хватит баллов, чтобы активировать его? У меня есть баллы. Чутянь даже не колебался. Я сделаю это. Фэн Цайде чувствовала себя виноватой. Сколько баллов это стоит? 100 баллов достаточно, чтобы купить лекарство класса святыни. Лекарство класса святыни, Чутянь был в шоке. Выходит, баллы были ценными, и все же он махнул рукой: «Все в порядке, у нас еще много времени. Я помогу вам активировать гигантских марионеток, а вы потом поможете мне заработать баллы, не так ли? По крайней мере, с этими гигантами мы больше не окажемся в таком бедственном положении». В этом была какая-то логика. Активировав еще 6 марионеток, Чутянь потратил 120 баллов, и у него осталось всего 50, однако ему было все равно. Испытание продлится еще долго, а выжить с марионетками будет намного легче. Мы пробыли здесь уже 20 минут. Согласно правилам пространства, чем дольше мы находимся в безопасности, тем больше проблем нас ждет. Мы не должны тратить здесь время, так что пойдемте. Развернув карту, Чутянь наметил дальнейший путь. Несколько дорог ведут из тайной марионеточной в разные комнаты. Пройти в центр гигантского лабиринта можно лишь из одной комнаты, что находится в центре лабиринта. Посмотрев на карту, Чутянь сказал: «На карте написано, что центр лабиринта называется гигантской сокровищницей. Должно быть, это самое засекреченное место во всей башне испытания. Сокровищница. Какие могут быть вопросы?» Заполучив гигантскую марионетку, Наньгун Юнь наполнилась уверенностью. «Мы должны идти туда только из-за ее названия. Хорошо, тогда выбираем гигантскую сокровищницу». Чутянь все равно хотел получить тайные сокровища Центральной государственной башни. Он убрал карту. Нам нужно будет пройти мимо места, которое называется Дворцом мастеров. Осталось совсем немного. Фэн Цайде чувствовала, как у нее болит голова. Мы должны завершить путь, пока чудовища не стали слишком сильными. Верно, чем дольше мы ждем, тем сильнее чудовища. Мы не сможем отбиться от них, даже обладая такими могущественными марионетками. Каждый держал в руке по сердцу марионетки. Эти большие сердца связывали чувства владельца и марионетки. На определенном расстоянии они могли управлять ими силой разума. Оружие действительно оказалось сильным. Управляя марионетками, 7 человек вышли в путь. Выйдя из тайной комнаты в коридор, они обнаружили, что их поджидают всевозможные чудовища. Чудовища выглядели как рыцари, полностью одетые в броню. Они сидели на стальных конях и держали в руках длинные рыцарские копья.
Они выстроились в несколько рядов. Они готовились нападать. Кажется, они пробыли в тайной марионеточной слишком долго, потому что в коридоре их поджидало слишком много чудовищ. Что вы испугались? Убьем их всех. Когда крупный отряд рыцарей пошел в наступление, 7 гигантских марионеток тоже рванулись вперед. Кажется, рыцари достигли царства прославленной души. Иными словами, рыцари были такими же сильными, что и надсмотрщики рабочих, возможно, даже немного сильнее. Они должны были прокачаться уже 1 или 2 раза. В высоту рыцари достигали 4-5 метров, в марионеток врезались толстые копья, однако на телах марионеток появились защитные руны. Копья проделали в телах лишь небольшие дыры, однако ничуть не нанесли ущерба. Ха-ха. Направив свою марионетку в гущу рыцарей, Юнь Сяо сразу же получил 6-7 баллов. Очень и очень приятно. Вас тоже ожидает расплата. Посмотрите, как я забью вас до смерти. Рыцари оказались беззащитны перед 7 гигантскими марионетками. Это был неравный бой, баллов у людей становилось все больше. Глава 178. Дворец мастеров. Один железный рыцарь принес им награду в 2 балла. Пронесшись сквозь них, они уничтожили по меньшей мере около 100 рыцарей. Полученные ими баллы составили больше 200, один лишь Чутянь получил 50 баллов. Одно только это вернуло им баллы, потраченные на активацию марионеток. К сожалению, железные рыцари не оставляли после себя много трофеев. После них оставались лишь материалы, редкие металлы и дней. Это были редкие предметы, однако купить их можно было и в обычном мире. Продвигаясь так быстро, мы непременно разбогатеем. Теоретически нам было невозможно заработать в разы больше баллов. Все были в восторге, но это была лишь теория. Пространство испытания постоянно менялось, и хотя пока гигантские марионетки легко пробирались сквозь полчища врагов, через 5 или 10 часов им будет уже не так легко. Они пытались заработать как можно больше, пока еще могут с легкостью побеждать чудовищ. А где остальные железные рыцари? Почему они все ушли? Старушка еще недовольна. Все вели себя так, словно хотели сражаться еще. Убийство приносило 1-2 балла, а несколько убийств — несколько эликсиров. Где еще они могли найти такую выгоду? 7 человек были готовы сражаться дальше, но обнаружили, что железные рыцари в коридоре сражаться уже не хотят. Увидев людей, они немедленно развернулись и бросились в бегство. Им пришлось перейти от пассивной обороны к преследованию. Это значительно уменьшило эффективность их охоты. Чутянь вздохнул. Создатель испытания не был дураком. Он не позволил бы людям пользоваться таким шансом слишком долго, иначе испытание стало бы бессмысленным. Вперед! Давайте больше не будем зарабатывать баллы, важнее всего — добраться до гигантской сокровищницы. Юнь Сяо и Наньгун Юнь вздохнули. Что за невезение? Было немного обидно. Они с таким трудом нашли гигантских марионеток и хотели выплеснуть гнев, однако на убийство чудовищ существовало ограничение. Как они могли не чувствовать себя подавленными? Каждый коридор гигантского лабиринта вел ко дворцу, и найти гигантскую сокровищницу без карты было невозможно. Благодаря гигантским марионеткам они могли легко устроить бойню и набрать еще больше баллов, однако Чутянь этого делать не хотел. Время было очень дорого. Вместо того, чтобы тратить его в прилежащих залах, лучше было рискнуть всем в главном зале. Лучшие сокровища пространства испытания располагались в главных залах, так зачем им тратить время на прилежащих залах? Их нынешний потенциал больше подходил к главным залам. В конце концов, с начала испытания прошло уже около 6 часов. Чутянь отправил остальных в коридоры, чтобы убить странных чудовищ. Одни лишь Чутянь набрал несколько десятков баллов и собрал различные материалы и иные трофеи. Перед ними был выход, они прибыли ко Дворцу мастеров, перед ними появился новый зал, они мгновенно оторопели от потрясения. Масштабы этого зала трудно было представить, он был размером с 4-5 центральных городских площадей. Вокруг располагались гигантские печи, возле которых стояли 30-метровые гиганты, держащие огромные молоты для ковки доспехов и оружия. Гигантские мастеры отличались от гигантских стражников, они были чуть ниже. Более того, они не носили доспехов, и можно было видеть их гранитную черно-синюю кожу. Даже их бороды казались очень твердыми. Все они носили короткие штаны, и мускулы на их телах бугрились холмами. В руках они держали несравненно огромные молоты, покрытые красными рунами, которые непрерывно испускали пар. Каждый раз, когда молот бился о железо, вспыхивал красный свет, и во все стороны летели огромные искры. Гигантскими мастерами был заполнен весь зал. Все они выглядели разгоряченными. Все они — гиганты. Яростно прошептала Юнья. «Босс, похоже, их немало.
Так мы будем с ними сражаться или нет? Чутянь лишь осматривал расстояние. Это было немного проблемно. Гигантские марионетки были слишком большими и не могли красться незаметно, поэтому, чтобы пройти через дворец, им понадобится убить больше сотни гигантов. Но легко ли уничтожить сотню гигантов? Неизвестно, были ли они сильнее стражников, однако слабее они явно не были. «У нас нет выбора», — принял решение Чутянь. «Мы сразимся». Единственная дорога пролегала через главный зал, и никаких тайных дорог не было, так что у них не было другого выбора, кроме как сражаться. Теперь им нужно было решить, как именно они будут сражаться. Мы заставим часть гигантов уйти в лабиринт и разделим их, чтобы ослабить натиск, а потом уничтожим одного за другим. Чутянь быстро придумал хороший план. Наньгун, пока мы прячемся, ты направишь их в лабиринт. Когда Наньгун уведет их, мы пойдем в главный зал и истребим остальных. Отлично. Все приготовились сделать ход. Наньгун Юнь приказала марионетке выскочить из коридора и направиться к гиганту, кующему оружие, который был ближе всего. Когда гигант поднял голову, в его лицо врезался красный железный кулак марионетки пылал множеством рун, гигант отлетел и с грохотом упал на пол. «Иди и умри!» Воскликнула Наньгун Юнь, и две руки марионетки превратились в дикие молоты. Марионетка подскочила и размозжила ему ноги, а гигант даже не понял, как умер. Вы убили гигантского мастера. Вы получаете 5 баллов. Сейчас у вас 55 баллов. Когда Наньгун Юнь расплющила гиганту голову, ее нефритовый жетон прислал ей уведомление. Убийство гиганта действительно стоило 5 баллов, однако Наньгун Юнь не обрадовалась, потому что чем больше за существо давали баллов, тем сильнее оно было. Незваные гости. Убить. Убить. Сердито взревели другие гиганты, подняв раскаленные красные молоты, бросились вперед, Господи. Это было слишком ужасающее зрелище. Как она могла не оторопить, когда к ней бежали больше сотни разгневанных обнаженных мужчин? Разве можно представить, что будет, когда эти обнаженные мужчины ее поймают? Наньгун Юнь быстро запрыгнула на плечо гигантской марионетки, и марионетка побежала в коридор. За ней помчались больше сотни обнаженных мужчин, вооруженных молотами. Они оказались намного быстрее стражников, однако все равно не могли настичь гигантскую марионетку. Они ушли. Скорее. Пользуйтесь моментом. Наньгун Юнь отвлекла больше половины гигантов. Чутянь и остальные вернулись в коридор и снова оказались во дворце мастеров. Большинство великанов покинули дворец, и осталось их меньше половины. Не тратьте время. Убьем их всех. Да. Они были готовы атаковать, и их кровь кипела. Гигантские мастера обладали разрушительной силой, присущей царству прославленной души. Они все же оказались чуть слабее гигантских стражников. Во дворце было больше сотни гигантов, и теперь, когда примерно 60 гонялись за Наньгун Юнь, Чутяню и остальным пришлось иметь дело только с 5-6 гигантами. Хотя это было сложновато, надежда все же была. «У вас совсем нет стыда, эксгибиционисты!» — крикнул Юнь Сяо и помчался вперед. «Как вам этот удар?» Кулак гигантской марионетки отбросил гигантского мастера в сторону. Остальные тоже действовали быстро. Пока не приблизились другие гиганты, они успели убить по 4-5 гигантов, а уже потом вступить в тяжкую борьбу. Марионетка Фэн Цайды получила удар молотом. Раскаленный молот врезался в железную броню и оставил на макушке марионетки большую вмятину, окруженную черными пятнами ожогов. Черт возьми, хотя она знала, что марионеток нельзя забрать наружу, Фэн Цайды все равно было очень больно узнать, что марионетка пострадала. Молот гигантского мастера оказался не просто очень мощным, в нем содержался сильный энергетический огонь. Если бы он заполнил обычный молот, то превратил бы его в лужу жидкого железа. 40 мастеров были довольно сильны, но немного не дотягивали до гигантских марионеток. Самым главным было то, что пространство испытания лишь имитировало чудовищ, и все они, в конце концов, были подделками. Проблема была в том, что всем этим существам не хватало ума. Поэтому они не умели координироваться и могли лишь бросаться в атаку. Как они могли справиться с 6 людьми, сражение длилось меньше 15 минут. Все 40 гигантов были уничтожены. Чутянь успел расправиться со всеми до того, как вернулась Наньгун Юнь, но внезапно по залу разнесся оглушительный дикий рев. Остался еще один. 6 человек развернулись, и гигантский огненно-красный молот, со свистом разорвав воздух, врезался в марионетку Юнь Сяо. Голова взорвалась, и марионетка Юнь Сяо, пошатнувшись, упала на землю. «Да чтоб тебя! Этот ублюдок расплющил мне голову!» Чутянь поспешно открыл глаз разума. Когда молот пролетел по воздуху, а потом внезапно вернулся в руку гиганту, казалось, что его привлек магнит.
Этот гигантский мастер отличался от других. Кожа этого гиганта была красной, покрытой множеством трещин, в которых, словно кровь, текла алая магма. Его окружал пар, а сам он походил на гигантскую человеческую печь. Его борода, волосы и глаза были красными. Словно он был сделан из огня. От него исходила мощная аура. Линьму удивленным тоном произнес: «Кажется, он командир». Фан Хань фыркнул и сказал: «Неважно, кто он такой, я не верю, что он сможет устоять перед нашими общими силами». Юнь Сяо встал с земли. Голова его марионетки была наполовину расколота, наполовину сплющена. К счастью, у марионеток не было слабых мест, так что она могла двигаться, пока жив тот, кто ей управляет. «Убей его!» Сердито взревел Юнь Сяо. В этот миг главный зал затрясся, и назад бешено прибежала Наньгун Юнь. Тело ее марионетки 4-5 раз ударили железными молотами, на нем было много черных дыр, из которых поднимался дым. «Вы еще не закончили. Долго я держаться не смогу». Это плохо. Кажется, неприятностей было несметное множество. Глава 170. Яростный пламенный бог-мастер. Этот гигантский мастер был в разы сильнее обычных мастеров, он был близок к царству истинной души. Он даже владел культивационными методами и боевыми искусствами, поэтому их боевая мощь даже не могла сравниться с мощью гиганта. «Ребята, помогите Наньгун, о командире позабочусь я». Колебаться в такой критической ситуации они не решались. Немедленно отдав приказ своим марионеткам, они бросились на помощь Наньгун Юнь, чтобы разобраться с вернувшимися гигантскими мастерами. Неужели пламенный командир мастеров мог позволить им уйти? Когда они собрались уйти, гигант внезапно издал громкий рев и рванулся вперед. Чутянь спрятался за колонной. Он зажег фонарь разума и высвободил божественное чутье. Его невидимое свечение могло проникнуть куда угодно. Когда его божественное чутье достигло царства фонаря разума, он стал не только видеть мир насквозь, но и приобрел способность воздействовать на материю. Фонарь разума окутал пламенного гиганта, неизвестная внешняя сила приковала его к земле. Марионетка кинулась в атаку. Пламенный гигант мгновенно пришел в себя, и по воздуху быстро просвистел его молот. Пламя, горящее вокруг него, придало ему вид пылающего снаряда красной молнии. Чутянь отчетливо видел атаку гиганта, и марионетка успела увернуться. Промелькнув рядом с ней, гигантский молот оставил в земле длинную борозду. Из борозды исходила пугающая жара и вытекала магма. Вскочив, марионетка бросилась в атаку. Столкновение двух гигантов шокировало. Гиганта застигли врасплох и заставили отступить на 2 шага, а кулаки марионетки, словно бомбы, врезались в грудь гиганта. Когда 2 темно-золотых кулака врезались в грудь гиганта, на руках марионетка зажигались разрушающие руны, и на волю вырывалась пугающая разрушительная сила. Грудь гиганта прогнулась внутрь, а его гигантское тело, отлетев на 30 метров, ударилось о колонну, колонна рассыпалась на куски. У марионетки был шанс атаковать, однако пылающий молот, изменив траекторию, теперь метился в спину Чутяня. Фонарь разума был сильнее, чем глаз разума. Хотя фонарь разума дарил отчетливое видение, однако вид открывался не такой подробный, как в случае глаза разума. Однако диапазон, доступный фонарю разума, оказался намного шире. Чутянь чувствовал, как к нему летит молот, однако тело марионетки ему не принадлежало, поэтому он не мог пользоваться гиперфокусом эффективно. Он мог лишь уклониться, позволив молоту пролететь мимо, оставив на коже черные ожоги. Улучив момент, пламенный гигант поднялся. Гигантский молот снова оказался у него в руках. Когда молот снова оказался в его руке, его аура стала в несколько раз больше, из его глаз вырвалось яростное пламя, а гигант с сокрушающей поступью ринулся вперед. Молот устремился к голове марионетки. Чутянь знал, насколько силен гигант. Если молот достигнет цели, марионетка разрушится, под контролем Чутяня марионетка тут же уклонилась от этой атаки. Гигантский молот просвистел прямо перед ней, а испускаемое им тепло раскалило воздух. Словно из облаков на землю сошел огненный дракон. Пол под марионеткой размягчился, и марионетка оказалась в большой луже алой магмы. Мощь молота была невелика, однако ее сопровождала ударная волна, которая мгновенно плавила материю. К счастью, металл, из которого была сделана марионетка, оказался плотным. Если бы она была обычным существом, созданным из плоти и крови, то тысячная доля этой мощи погубила бы даже эксперта царства истинной души. Марионетка быстро выскочила из лужи магмы. Хотя она была сделана из прочного металла, длительное воздействие магмы могло нанести ей некоторый ущерб. Если бы важная часть тела расплавилась, марионетка была бы обречена на гибель. Пламенный гигант снова поднял молот и снова напал на марионетку Чутяня. Воздух загорался везде, где мелькал гигантский молот. Казалось, что в руках у гиганта был пламенный дракон,
который яростно атаковал марионетку. Удар пришелся по полу, на его месте мгновенно образовалась большая лужа магмы. Удар пришелся по колонне. И мгновенно расплавил колонну, Чутянь держался на расстоянии, однако все равно ощущал пугающую пылающую ауру. Если бы не божественное чутье, гиперфокус и управляемая марионетка, его бы уже давно победили. Пламенный гигант снова поднял молот и превратил в магму еще один участок земли. «Хватит!» Марионетка Чутяня не отступала. Она шла прямо под гигантский молот, чтобы не позволить ему снова взмыть в воздух. Разрушающий кулак ударил по правому плечу гиганта сломалось. Марионетка Чутяня взмахнула руками и нанесла удар ладонями. Раздался пугающий свист, отрезанная рука гиганта отлетела в сторону. Нога поднялась, чтобы нанести удар, гиганта снова отбросила в сторону. «Как ты сразишься со мной без молота?» Марионетка Чутяня схватила руку гиганта и кинула ее в сторону. Она вылетела из лужи лавы и исчезла вдалеке. Тело марионетки окружала пугающая сила. Гигант не успел отреагировать, а марионетка уже схватила его и бросила на колонну. Он потерял правую руку и молот. Боевая мощь гиганта стала чуть ниже. Как он теперь мог сравниться с Чутянем, пламенный гигант трижды взревел. Его тело покрылось пламенем, на нем появилось множество рун. Самоуничтожение, божественное чутье показывало Чутянь, что происходит в теле гиганта, и было заметно, что энергии в нем становится все меньше. Судя по рунам на теле, можно было сказать, что гигант, не справляясь с врагом, решил умереть, забрав врага с собой. Чутянь велел марионетке поднять упавшую колонну. Зажегся его фонарь разума. Всюду раскинулось его божественное чутье. У каждого в голове раздался голос: «Ребята, отступайте! Он вот-вот взорвется!» На пламенном гиганте появлялось все больше трещин, магма и пламя лились так, словно он уже на пределе. «Да пошел ты!» Чутянь напал на гиганта, воспользовавшись колонной, и 30-метровый гигант отлетел прочь. Словно мяч, по которому ударили битой, он летел к толпе гигантских мастеров. Наньгун Юнь велела марионетке выпрыгнуть и ударить по земле ногой. «Позволь помочь тебе». Нога марионетки врезалась в живот великана, и гигант очутился в самом центре толпы. «Бежим». Отбежав в сторону, все упали на землю. Разрушительная энергия вырвалась на волю, и половину дворца окутало пламя. Взрыв уничтожил как минимум 30 гигантских мастеров. Вы убили яростного пламенного бога-мастера. Вы получаете 30 баллов. Вы убили гигантского мастера. Вы получаете 4 балла. Баллы Чутяня стремительно прибавлялись, и он получил почти 100 баллов. За каждого гигантского мастера давали 5 баллов, но из-за удара Наньгун Юнь башня испытания решила, что она тоже внесла лепту, поэтому по 1 баллу за каждого гигантского мастера отдала ей. «Великолепно!» Громко закричал Юнь Ся. Они убили всех гигантов разом. Могло ли быть что-то приятнее? Всего 7 человек уничтожили целый дворец мастеров, бога-мастера и больше сотни гигантских мастеров. Боевой потенциал марионеток был гораздо слабее, чем у гигантов, поэтому добиться такой великолепной победы было непросто. Вы зачистили дворец мастеров. Вы получаете 30 баллов. Одновременно они получили новую награду. Истребление всех гигантов принесло дополнительные баллы. Потому что башня испытаний считала уничтожение дворца мастеров невозможной задачей. Естественно, они, сделав это, получили дополнительные баллы, решая кубические головоломки. Чутянь получил больше 100 баллов, и это было невозможным. Это позволило людям активировать всех гигантских марионеток. Они верно выбрали цель, проигнорировав сокровищницы. Они получили так много марионеток и добрались до дворца мастеров в кратчайшие сроки. Гигантские мастера не были защищены должным образом. Иначе они, обладая всего 7 гигантскими марионетками, не могли бы пройти через этот зал, не говоря уже об уничтожении самого дворца мастеров. Никаких сомнений не было. Это была блистательная победа. Посмотрев на счетчик, Чутянь обнаружил, что у него 284 балла. Этого было достаточно, чтобы побить предыдущий рекорд центрального города. Даже если Чутяня выбросит из башни сейчас, он все равно заработает самый высокий балл. В пространстве испытания прошло всего 8 часов. Чутянь стряхнул с одежды грязь. Пламя в зале почти рассеялось, однако раскаленный воздух вполне мог сжечь их легкие. Ситуацию можно было считать невероятно накаленной. Все в порядке. Встала Наньгун Юнь. Ее красивые рыжие волосы стояли дыбом, прекрасное лицо было полностью черным. Фэн Цайды, которая всегда заботилась о внешнем виде, сейчас напоминала шахтера. Мы до сих пор живы. Юнь Ся, Линь Му и Фан Хань стояли рядом. Фан Хань создал плотную ледяную стенку, которая противостояла ударной волне пламени. Юнь Я могла не беспокоиться.
Ее культивационный фундамент был выше, чем у Чутеня, поэтому этот взрыв не был угрозой для ее жизни. «Хоть мы и в порядке», — сказала Юнья, нахмурив брови. «Наши марионетки сильно повреждены, их боевая мощь понизилась. А мы даже не дошли до сокровищницы, так что это серьезная потеря, 7 марионеток оказались повреждены, но, к счастью, раны оказались не слишком серьезными. На их движение не влияли даже самые тяжелые раны, поэтому они держались на ногах. «Забудьте об этом», — сказала исполненная волнением Наньгун Юнь. «Смотрите-ка, что за трофей нам достался». Юнь Ся добавил: «Верно. Эти гиганты были настолько сильными, что после них явно должны были остаться трофеи». Чутянь подошел туда, где взорвался яростный пламенный бог-мастер. Чутянь кое-что заметил, и его взгляд просиял. Справиться с этим парнем оказалось трудно, но после него осталось немало добычи. Глава 180. Сокровищница. С мощью яростного пламенного богомастер не мог справиться даже эксперт царства истинной души. Это было понятно по вознаграждению, данному пространством испытания. Убийство всесильной пчелиной королевы принесло им 20 баллов, а убийство яростного пламенного богомастера — 30 баллов, что ясно говорило, яростный пламенный богмастер был намного сильнее пчелиной королевы. После смерти пчелиной королевы осталась духовная жемчужина, как могло ничего не остаться после смерти яростного пламенного богомастера — фиолетовый ключ. Гигантский длинный молот. Алая нефритовая пластина. Алая магическая сфера. Все эти трофеи остались на месте яростного пламенного богомастера. Фиолетовый ключ был нужен, чтобы открыть сундук с сокровищами. На алой нефритовой пластине были описаны некоторые тайные техники, а самыми мощными предметами были гигантский молот и магическая сфера. Чутянь поднял молот длиной в 2 метра, и его руку слегка потянуло вниз. Он держал молот, и ему было немного не по себе. Отличное тяжелое оружие, трудно было сражаться им, не пользуясь духовной энергией. Видимо, им нельзя было пользоваться, не обладая невероятной силой. В сознание Чутеня отправилась информация, указанная на нефритовой пластине, и он удовлетворенно кивнул. Молот магмы — отличное духовное оружие. Оно было не слабее, чем меч Божественного Ветра, принадлежащий маркизу Божественного Ветра. Чутянь поднял алую магическую сферу, шар, поглощающий пламя, особый предмет защиты. Он может поглощать все виды пламени, из-за чего его хозяина нельзя поразить огнем, странное сокровище и ценный молот магмы. Эта культивационная техника называется силой лавы, и каждый практикующий может, как яростный пламенный бог-мастер, освобождать высокие температуры. Посмотрев на нефритовую пластину, Чутянь отдал ее и огромный молот Наньгун Юнь. Эти 2 предмета тебе подходят, так что бери их. Раздавая такие награды, он оправдывал звание командира. Наньгун Юнь взяла гигантский молот длиной в 2 метра. А круглый молот был даже больше, чем человеческая голова. Темно-красную рукоять, сделанную из железа, покрывали светящиеся руны. Словно по нему текла магма, медленно высвобождающая мощную энергию. Все были поражены. Это оружие стоило десятки миллионов золотых монет, Юнь Ся покрылся холодным потом. Старшая была очень жестокой, а теперь у нее в руке лежал этот гигантский молот. Надо сказать, это было очень хорошо, но и немного пугающе. Наньгун Юнь несколько раз взмахнула гигантским молотом. Она подняла сильный ветер, и остальные не рискнули к ней приблизиться. Она удовлетворенно рассмеялась. Он довольно мощный. А еще он прост в использовании. Мне очень нравится. Молот со звоном ударил по земле. Огненно-красная духовная энергия расколола на куски пол в диапазоне 3 метров. Все задрожали, застигнутые врасплох, и упали на землю. Сильный и яростный. Гигантский молот определенно понравился Наньгун Юнь. Подняв молот с земли, она закинула его на плечо. «Спасибо, босс, наконец у меня появилось подходящее оружие». Юнья незаметно разговаривала с Юнься, у которого было серьезное выражение лица. «Держишь теперь от нее подальше, ты понял?» Юнься вытер со лба холодный пот. «Понял. Я хочу прожить хотя бы еще несколько лет. Сила лавы не конфликтует с культивационной техникой твоей семьи, поэтому я думаю, что ты можешь культивировать их одновременно. Полагаю, эта культивационная техника и гигантский молот увеличат твои боевые силы как минимум вдвое». Чутянь культивационная техника и оружие не подошли, поэтому он отдал их Наньгун Юнь, которой они пригодились бы лучше. Он будет пользоваться шаром, поглощающим пламя. Остался лишь фиолетовый ключ. Какая от него польза? Обыскав окрестности главного зала, они нашли 8 серебряных ключей и даже золотые ключи, оставшиеся после обычных гигантов. Золотой сундук с сокровищами был в пространстве испытания сундуком высшего уровня. Как же тогда можно было применить фиолетовый ключ?
Возьмите серебряные и золотые ключи, найдите сундуки с сокровищами. Чутянь встряхнул фиолетовый ключ, а я подумаю, что делать с фиолетовым ключом. Во дворце мастеров было много золотых и серебряных сундуков. У них не было времени, поэтому Наньгун Юнь тут же подобрала ключи и взволнованно отправилась на поиски сундуков. Чутянь внимательно изучал фиолетовый ключ, оставшийся после яростного пламенного богомастера. Должно быть, у этого ключа была особая функция. Чутянь осматривал зал, и вдруг у него перед глазами оказалась гигантская медная печь. Из-за этой печи появился яростный пламенный бог-мастер. Зайдя за печь, Чутянь заметил среди ревущего печного пламени сверкающий сундук, испускающий фиолетовое свечение. Он так легко нашел его. Это даже превысило его ожидания, но возникла новая проблема. Фиолетовый сундук находился в гигантской печи, а эта печь могла растопить даже железо. Разве Чутянь, шагнув в печь, не превратится в угольки? Шар, поглощающий пламя, не давал такую уж сильную огнеупорность, потому что мог поглотить ограниченное количество пламени. Энергия в печи была очень мощной, и вынести ее не могли даже эксперты царства истинной души. А Чутянь умирать не торопился. Раз печь применяют для ковки, должен быть способ контролировать огонь. На боковой стороне бронзовой печи Чутянь быстро обнаружил гигантский замок. В массиве было 64 символа, которые могли контролировать печь. Золото, огонь, вода, земля и ветер. Плита явно состояла из разных элементов, и когда разные элементы сливались воедино, ее функция менялась. Для создания предметов древней технологии использовали различные материалы, потому что это был лучший способ создать многофункциональную вещь. Сначала он должен был ослабить огонь и усилить ветер. В печи раздался взрыв, и огонь чуть не вырвался наружу. При ослабленном огне и усиленном ветре температура была ниже, однако ветер подпитывал огонь, делая его гораздо более интенсивным. Огонь выплюнуло из печи, словно из драконьего горла. И он понял, 64 символа представляли собой энергию медной печи, некоторые из них нельзя было сдвинуть с места. Чутяню нужно было передвигать другие символы и искать оптимальную комбинацию, которая выключит огонь. Не стоило считать, что ослабление огня сделает бронзовую печь более безопасной. Это был лишь один элемент, а вот энергия ветра лишь придавала пламени интенсивность, однако это было не слишком сложно, Чутянь понимал логику ослабления и усиления. Занявшись массивом, Чутянь быстро настроил печь. Элементы взаимно подавляли друг друга, и температура в печи быстро пошла на спад, пока не достигла баланса. Так должно быть отлично. В печи еще горело пламя, однако температура была намного ниже. Держа шар, поглощающий пламя, Чутянь вошел в море пламени. Вокруг него появился защитный слой. Приближающееся пламя сразу же поглощалось шаром. Чутянь зашел в самое сердце пламени, но не сгорел. Он понимал, что шар, поглощающий пламя, имеет пределы, поэтому не мог долго здесь оставаться. Фиолетовый сундук открылся, Чутянь даже не взглянул на него. Забрав все, он как можно скорее выскочил из печи и выскочил невредимым, с его головы не упал ни один волос. Странный квадратный кристалл, который нефритовый жетон назвал ключом к сокровищнице. Особый нефритовый талисман, который нефритовый жетон назвал талисманом подмены. Он мог подменить человека, когда тот подвергался смертельной атаке. Это был предмет пространства испытания, и вынести его отсюда было нельзя. Была и нефритовая табличка с древней техникой обработки. Согласно информации нефритового жетона, на этой табличке были описаны множество древних технологий, которые в эту эпоху были бесценным сокровищем. Последние два предмета были великолепны. Ключом к сокровищнице Чутянь заинтересовался. Неужели этот странный ключ позже откроет сокровищницу? Но как его применить, вернулись Наньгун Юнь и остальные. Каждый собрал крупный урожай. Это был дворец, где ковали оружие, поэтому в сундуках лежали не лекарства и не особые предметы. Вместо них там было различное оружие, доспехи, иное снаряжение и даже оружейные материалы. Духовных предметов высшего класса было много, и они собрали десятки этих предметов. Десятки духовных предметов высшего класса — это было немало. В центральном городе было мало ремесленников, которые могли бы создать духовный предмет высшего класса. Даже у 4 великих семей было не очень много хороших духовных предметов. Они были полностью довольны урожаем. Во дворце мастером они были уже довольно долго, поэтому они быстро собрали добычу и направились в центр гигантского лабиринта, к гигантской сокровищнице. Расстояние между дворцом мастером и гигантской сокровищницей было куда больше. По пути им встретилось довольно много сильных гигантов-стражников, которые блокировали им путь и выскакивали на дорогу. Сражаться с ними было неразумно, и Чутянь решил, что лучше как можно быстрее бежать. И, наконец, они потратили 3 часа, но прибыли в центр гигантского лабиринта, где и находилась гигантская сокровищница. Когда они добрались до сокровищницы, то обомлели, гигантская сокровищница слишком отличалась от того, что они представляли.
Они полагали, что сокровищница будет усыпана сокровищами и будет больше похожа на великолепный дворец. Гигантская сокровищница была центром гигантского лабиринта, так что должна была выглядеть великолепно, перед ними был пустой дворец. Размером он был намного меньше Дворца мастеров. Самым главным было то, что дворец был совершенно пуст, если не считать гигантских зеркал. Пол, стены и потолок, каждый дюйм скрывался за гигантским зеркалом. Зеркала достигали 3 метров в высоту, их поверхности были очень гладкими, на них не было ни единой пылинки. Каждое зеркало испускало древнюю ауру и было окутано особой энергией. В хрустальных зеркалах виднелись загадочные тотемы. Они изображали оборотня, похожего на ожесточенного монстра. Он был одет в чешуйчатую броню, а в руках держал длинный трезубец. Пара кроваво-красных глаз смотрела на чужаков, словно приказывая им держаться подальше. Больше здесь ничего не было. Что происходит? Где сокровищница? Это явно был обычный дворец, как он мог быть центром пространства испытания. Где же скрывался загадочный, утерянный извечный вопрос?